Если проанализировать фантастические произведения, можно выделить реалистические истоки, лежащие за пределами известной нам реальности. Можно сказать, что эти произведения некоторым образом отображают область подсознательного у конкретного автора, правое полушарие. В отличие от писателей-фантастов, так называемые писатели-реалисты описывают настоящее и ближайшее прошлое и отображают сознание автора, левое полушарие. Если с левым полушарием связано логическое мышление, то с правым полушарием связано мышление эвристическое. Поэтому в фантастических романах нередко можно встретить какие-то описания технологий будущего. Мы помним, что правое полушарие мозга человека включает в себя две области. МЧ-область Земли и ВЧ-область воздуха. Область стихии Земли содержит в себе прошлые воплощения союзников, а область воздуха связана с будущим и будущими воплощениями, высшими союзниками. Но здесь же, в зоне воздуха, находятся и каналы связи с отражениями, проживающими в параллельных мирах. Левое полушарие мозга связано с НЧ-областью воды, прошлое, и ВЧ-областью огня, настоящее. В соответствии с принципом деления мозга на 4 зоны можно разделить писателей на категории. Вот что описывают разные категории писателей в своих книгах. Первое. Историю, выходящую за пределы жизни современного поколения, активно правое полушарие зоны Земли. Второе. Настоящее время, активно левое полушарие, зона огня. Третье. Прошлое время в пределах собственной памяти, активно левое полушарие, зона воды. Четвертое. Будущее или альтернативные параллельные миры, активно правое полушарие, зона воздуха. Но с чем связано такое стремление к описанию событий? Откуда вообще берутся писатели, ведь эти 4 зоны мозга есть у всех. У разных людей разный уровень активности зон мозга, и это связано с плотностью информации, энергии в данной зоне. Например, можно для каждой из 4 зон определить некое среднее количество энергии. Если у человека плотность энергии в какой-то зоне меньше среднего значения, он будет стараться выровнять ее энергетику, добрать до среднего, что заставит его активно слушать книги или смотреть фильмы на данную тему. Если энергия в зоне равна средней, человек будет абсолютно равнодушен к этой теме. Если же выше средней, будет стремиться ее отдать, то есть поделиться информацией.